Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Мы в Испании». Сегодня мы находимся на самой интересной, самой лучшей автовыставке в Испании, в городе Аликанте. Посмотрим как новые автомобили, так и автомобили, которые уже всем хорошо знакомы. Итак, предлагаю пройтись по этой выставке. Самая лучшая выставка, автовыставка в Испании. Ого, 578 километров запас хода, автономия. Стоит 33 тысячи. Стоит всего 33 тысячи с копейками. Это очень интересно. Даже доступно студентам. Доступно всем. И новый стопроцентный электрик. Вариант, конечно. Кстати, мы были в Мадриде и видели, что уже все больше и больше инфраструктуру готовят к переходу для электромобилей, для гибридов заряжаемых. Не везде есть въезд открытый в города. Ух ты! Салон такой. Сейчас я посмотрю. Мягкий салон такой. Вот здесь вот. Везде все мягко. Удобный руль, приятный запах. Красивый. Вообще мне очень нравится. Тканевый. И немножечко комбинированные вставочки. Очень красиво. И вот эта панелька не мешает. Обзор хороший. Как вариант, вполне приятно. Сзади места много, да, есть подсветка такая. И ручки очень такие, не китайские. Эргономично, приятно, ароматно. Ну, я с точки зрения женщины, хороший руль. Вообще мне нравится. Сейчас мы посмотрим еще. Тест проходит. Стопроцентный электрик. Прикольно. Ну, про китайские автомобили все уже, наверное, сделали какие-то выводы. Они перепродавались. И сейчас уже цена вообще 19 тысяч. Видите, 7 лет гарантии уже. Ну, в общем, и страховка, видимо, все. Там вообще 18 690. Гибрид. В принципе, вариант купить можно, конечно, но цена упала. Видимо, качество подкачало. А вначале люди бежали, прямо с удовольствием хотели купить, стояли в очередь, смотрели. Ну, вот сейчас как-то все просело. Пустоват. Он пустоват. Вначале люди, конечно, с удовольствием как-то бежали к нему, но сейчас... Если кто ездил на «Газели», вот ощущение «Газели», наверное, грузового автомобиля почему-то. Опять тканевые, там нам уже объяснили, почему здесь тканевые часто используют. Смотрите наши ролики, мы уже говорили, но, в общем, вот как-то пусто. Но самое главное, видимо, в работе он показал себя не очень, поэтому цена, соответственно, упала. Смотрим дальше. Да что ж такое? Сеньор уже купил какой-то. Антон. Да. Мы только присмотрели себе автомобиль. О, сеньор-то какой-то уже успел, а выставка только открылась. Ну так вот. Автомобили BMW разлетаются как горячие пирожки. Лучшее на рынке, но новое, заметьте, не пропуканное, не с историей. Люди знают, что покупать. Ой, какая красота, вы посмотрите, он даже подсветился. Супер, красивый. Подмигнул и... А здесь тоже скидочка специальная. Ну, а это X3, BMW X3. Кстати, X5, реально. X5. Для любителей BMW здесь шикарный выбор. И чем хороши выставки, всегда говорю, цена здесь падает. Есть хорошие скидки на автомобили, поэтому выгодно покупать новый автомобиль
от официального дилера на выставке со скидкой, с рассрочкой, со всеми плюшками, с гарантией, со страховкой. В общем, все прорекламировала, сейчас скажут, все сказала. Красота. BMW рулят. И новенькие, и именно не пропуканные, не с пробегом. Конечно, это красота. Владеть новым автомобилем – это совершенно другое по сравнению с автомобилем с пробегом. Ну, это, конечно, классика жанра. $27,140. Ну и со скидкой какой-то, с офертой. 25,640 стоит вот это китайское великолепие. Электрический сиденье. Ну, он маленький, он для бабушки. Для бабушки. Для бабушки. Очень много решений интересных. Смотри. Пластмасса жесткая. Во-первых, переключатель. Смотри. Видишь, как сделан? Потом добавили вот эти вот кнопки, некоторые не нравятся. Но звук можно включать колесиком. Очень удобно. И вот этот экран очень информативный. То есть показано и колеса, и давление сразу, все. Есть какие-то хорошие моменты, но в целом так себе, руль да? Стоит на месте, не заведенный и легко поворачивается. Он очень маленький сзади. Очень маленькое пространство. Ой, пахнет какой-то игрушками из детства какими-то китайскими. Из чего детства? Из детства наших детей. Мигает, мерцает. В общем, 42 100. Материалы. Дышащие кресла. Ну как дышащие? С вентиляцией, господи, дышащие. Ой, какое. Ух ты, панорамная крыша здесь есть. Ну, китайцы расстарались. И большого такого... Как в родной тарелке. Смотри. Между прочим, беспроводные. Здесь как по BMW сделали они. Вот это здорово. Смотри. Кстати, очень качественно, смотри. И сверху вид. Экран без затормаживания, без задержек, да? Крутится. С эргономикой все в порядке. Эргономика. Очень удобная, кстати, панель прибора. У всех черная, здесь светлая панель. Очень хорошо видно. А ты видел, какая большая панорамная крыша сверху? Да, крыша обалденная. Причем она открывается. Прикольно. Ну а что, а сзади вот у нас как-то так. Места много, кресла большие. Там даже открывается, как в лакшери автомобиле, между креслами пространство, где можно чашечку с кофе поставить. Такое комбинированное, это что-то мягкое. В общем... Попробуй дверки прикрыть. Чем-то похоже на Туарек. Дверки закрываются мягко. У Rolls-Royce такой. В общем, лакшери автомобиль в китайском исполнении. Сейчас посмотрим багажник. Нет. С кнопочки и камера. Ух ты. Такой большой багажник. Сюда влезет достаточно много всего. И да, можно даже, мне кажется, положить сиденье и положить свои лыжи, например, или сноуборд. В общем, ну, как классно. Или вот это. Ой, пошел закрываться. Да, все чем-то напоминает нам Туарек. Отлично. Грандленд. Ну, кстати, багажник большой. Хотели присмотреть Opel, но у него уже что-то отвалилась часть ручечки. Ну, давайте не будем придираться. Сиденья такие удобно сделаны.
Гранд Ленд. Ой, он тут закрыт. Что у нас тут? Ну, он такой достаточно вместительный. Да нет, пахнет неплохо. Руль удобный. Обзор хороший. В принципе. Estamos en España, we are in Spain. Мы в Испании полный день. Ну, для тех, кто любит ездить без крыши над головой, можно купить за 25 990 вот такой кабрик с пробегом, с историей Mazda. Сюда надо кадр ставить, где села и... Да, вот еще одна маздочка. Тоже, наверное, с историей, да? Или нет? Или это новая? Новая? 35 500 сегодня. В общем, такие вот автомобили присутствуют. Ну что можно сказать? Здесь китайцев не так много. Китайских автомобилей в основном европейские все автомобили, все известные хорошие бренды, дорогие. Японские. Да, вот японские также присутствуют. Поэтому выставка достаточно богатая в этом году. Много учтено всяких недочетов в автомобилях, много переделано, пересмотрено, доработано. Поражают красивые такие цвета мышиные в автомобилях. Тренд сезона. Также есть другие цветовая гамма другая, но вот мышиный цвет, он по-прежнему рулит, по-прежнему актуален. Сиденье с вентиляцией. Очень тоже приятно. Низкая посадочка. То есть тут молодой человек может выгуливаться, или девушка с подругой, или с другом. В общем, как-то так. Можно даже маму на шопинг отвезти. Очень такой хороший, молодежный, в модном мышином цвете автомобильчик. Поехать куда-нибудь в клуб, потусить. Ну, или просто проехаться в университет, в библиотеку за книжкой. В общем, вот как-то так. Такой милый маленький игрушечный автомобильчик. Ну, бензиновые автомобили, они, конечно, чуть дешевле. Вот Алексей мне сказал, что это бензиновый автомобиль, поэтому такая цена недорогая, доступная. 39 599, да. А на выставке продают за 35 500. На выставках всегда выгодно покупать, я уже это говорила. То есть здесь всегда очень хорошие скидки и на новые автомобили у официальных дилеров, не у перекупа, не у тех, кто гоняет, пригоняет и так далее. Конечно, и они имеют право на существование, но все-таки здесь присутствуют официальные дилеры, салоны, которые продают новые авто, которые все лучше и лучше. И главное, они соответствуют новым нормативам для того, чтобы безопасно и хорошо двигаться в Испании, проезжать в центре городов, крупных городов. Новое законодательство, поэтому все эти автомобили, новые гибридные и электромобили, они соответствуют всем последним нормам, стандартам и так далее. Километров автономии. 103 километра автономии, это гибридик. Жалко, вот много гибрид тоже новый. Porsche гибрид, они все сделали гибрид. Да, гибридов очень много присутствует на этой выставке. Выставка это действительно рулит. Я бы даже сказала, что это самая лучшая выставка. Автовыставка в Аликанте в этом году. А сейчас мы покажем вам то, что многие ждали. Это новый Nissan Leaf. Вот он, Leaf, он стоит рядышком. Мы его сейчас подойдем и посмотрим. Новенький Leaf. Ну что?
Nissan Leaf, дорогие друзья, встречайте. Что у нас здесь хорошего, необычного, что нас может поразить? Необычно, что это новый Nissan Leaf. Это уже, наверное, какая-то третья генерация. Ну, удобно кнопки сделали, они вывели. E-педаль. Вообще, салон полностью, по-моему, изменился. Кто ездил на Nissan, на Leaf, это абсолютно другой автомобиль. И опять-таки есть крыша панорамная. Вот что меня удивляет, что очень много автомобилей делают теперь вот такие панорамные крыши. Но это не открываемая. Но она затеняемая. Затеняемая. Можно ее открыть. Это сейчас, просто... если покажешь, я открою. Алексей, а как же мне открыть заднюю дверь? Как на всех лифах. Ах, вот так вот. Такой диван ровно. Какой на нем можно спать и смотреть фильмы. Ну, опять вот это вот открывается, наверное, штучечка. Не вижу здесь вот, как у нас в Infiniti. О, вот так. Подстаканничек. Удобно. Хорошие подголовники. Смотри, какая музыка здесь. А здесь как у спортивного болида. А, музыка отсюда-то. В общем, эргономика становится все лучше и лучше. Что-то впереди будет прорывное, друзья. Наверное, будет еще лучше какой-то автомобиль. Багажничек такой большой. Он заправляется здесь впереди? Мало того, что он может, ну в смысле заряжается. может заряжаться Type 2, а можно заряжать еще и быстрой зарядкой. Шикарно. Это классно. Ну, а цвета здесь такие интересно представлены. Вот этот цвет василька или голубого неба. Это тоже такой достаточно, синий, ясного, яркого неба. В общем-то, эти цвета не являются мейнстримовыми такими в общепринятом пространстве на авторынках, в автоиндустрии, но они достаточно интересные, такие изысканные на любителя, такие благородные, красивые цвета. Вот. Но, как нам известно, в этом сезоне больше такие бежевые, белые, мышиного цвета. Земляные оттенки зеленого являются такими в тренде. Но это очень благородный, приятный цвет. И я с точки зрения дизайна, автодизайна и вообще дизайна, и с точки зрения такого эстетического восприятия автомобиля могу сказать, что на дороге он хорошо будет смотреться и прекрасно будет визуализироваться. Но многие ждали Leaf, вот он пришел. А сам автомобиль, да, вот он, пожалуйста, присутствует на этой выставке, радует людей. Местные проходят, говорят, очень красивый, хороший автомобиль. Да, какой прекрасный, классный и так далее. Но сегодня только начало выставки, поэтому народ, конечно, еще не в большом количестве присутствует. Чистый электромобиль? Да. Да, BMW есть BMW. Шикарно. А вот эти цвета мышиные такие, беж, серый, как угодно, там земляные, светлые оттенки. Можно назвать это как угодно. Может, графитовый такой. Это остаются в тренде. Вот тут на выставке они тоже очень представлены. Помимо марки я еще разбираю эргономику, цвета, дизайн, ароматы автомобилей. Женщинам, девочкам, девушкам это очень важно, поэтому мы тоже об этом рассказываем в наших обзорах. А это вот красивый синий насыщенный цвет автомобиля и сам автомобиль. И вы цены вы видите. В общем, классно. Ничего себе. 18, да, смотри. Кстати, тоже с таким же открыванием бесконтактным.
Это вообще честно. Нет, что мне сразу бросается в глаза, вот это дешевый пластик жесткий, ручки такие не очень. Мне неудобно. Как тут рулить, Руль не регулируется. Полностью отодвинул сиденье назад. Тесно, да? Полностью убрал руль. И вот мне место здесь нет. Тесно. Механическая вся регулировка. Ну, посмотрим, дадим еще шанс, посмотрим сзади. Сзади, ну, тоже, знаете, нет, это не вариант для нас, но для кого-то может быть прекрасным выбором. Тем более, что цена на очень... Сейчас еще. Вот такой автомобильчик. А так, с виду очень милый, красивый, может быть чьим-то надежным другом в семье. Перламутровый, да, такой? Перламутр, да, поближе придвинула, чтобы рассмотреть цвет. Эргономики 0, может быть, для нас, но каждый выбирает под себя, ведь у кого какие есть приоритеты и ценности, и цели. Я всегда об этом говорю, все индивидуально, дорогие друзья. Автомобиль с виду миленький, красивый, цена вкусная, электро. В общем, он 0 у него эмиссии, он подходит под все новые законодательства, на нем можно въезжать в крупные города, в центре городов проблем не будет, для молодежи тоже миленький может быть, как первый автомобиль, так и автомобиль уже там у человека, который имеет какой-то автомобиль, может быть, для путешествий дальних, а это может просто надежный друг на малые расстояния, но он такой экологический выбор. В общем, Ford создал тоже что-то новое. А вы уже выбирать можете сами на ваше усмотрение, что вам больше нравится. Мы вам просто показываем. Ну, это почти Ева, кличка нашей любимой собаки Каны Корса. Издалека прямо читается как Ева! Ура! Ну, а вот это мы идем, все такие автомобили, они один на один похожие, в принципе. Здесь уже просто выбираешь, ну, по цене или, может быть... Как-то так. Это механика? Да, 29 механика. Но все равно гарантия 4 года. Вот такой вот он двухместный, пафосный, молодежный, может быть, даже автомобильчик для студента университета Аликанте. И смотри. Вау, какой красивый! Он... А сиденья-то такие, как у меня на X3 были. Цвет, кожа. Красота. А руль-то какой. Ну, BMW есть BMW. BMW, конечно, рулит. В прямом и переносном смысле. Посмотрите, какая красота. Может быть, даже и с пробегом, но все равно очень красиво. Он весь блестит, переливается, как сапфир. Красота. А это не вот эти. Это, конечно, автомобиль с пробегом 24 тысячи. Но по сравнению с Маздой, BMW-шка, конечно, на мой взгляд. А вам как? Mazda или BMW? BMW или Mazda? Что выбрать? Что выбрать? Еще BMW-шка. Для юга хорошие светлые цвета. Иногда люди ездят здесь в кабриолетах. Кабриолеты здесь не сильно развиты. Летом может быть жарко, пыльно. Бывает у нас сахарская пыль. Поэтому люди перепродают. Но молодежь любит так вот попонтоваться немножко, половить волну, так скажем, сесть, проехаться куда-то. Вот, может быть, в клуб ночной так красануться. Может, просто так с удовольствием проехаться на автомобиле. Вот такие вот есть варианты.
Сидишь как голая, это из какого-то фильма. Быть моим мужем. А что тут вот Алексей заметил, что... Заряжаемые гибриды, ну, китайские, но видишь, их всех перепродают. Причем с хорошей офертой. Если вы хотите именно китайские с хорошей офертой, то выставка вот это тоже вариант. Но наводит, конечно, на мысль, почему их так массово продают, если их, в принципе, только недавно на предыдущих каких-то выставках нам их только представляли, да? И Мерседес тоже сам продают. И Мерседес. Но Мерседес, понятно, они, наверное, заряженные, поэтому, может быть, какие-то там много едят, и надо сесть на диету, и поэтому избавиться от лишнего. Ну, а кому-то, наоборот, это лучший друг в семье, которого хотят приобрести. Поэтому один продает, другой покупает. Все очень индивидуально. Но главное, что у нас всегда есть выбор, да? На базаре два дурака. Ну, всегда есть выбор. Вот это 35, это 45. Porsche 35, 45. Ну, тут фары просто измененные, это уже рестайлинг. В цене они падают, в общем-то, это как... То есть, получается, сейчас по цене, как китайский электромобиль. Эконом-вариант. Если вы хотите понтануться, но не хотите тратить много денег, можно вот купить просто с пробегом. А некоторые пригоняют из Германии, наверное, еще дешевле. Так что это не настолько уж невозможная цена. И, ну, с пробегом, конечно, все дешевее. Ну, Алексей долго ходил по этой выставке и все-таки сделал свой окончательный выбор. Самый лучший, самый надежный, самый проходимый. Это шутка, конечно. Аккумулятор снимаешь? Но в каждой шутке есть доля шутки. Не без того ж. Тогда же что ж? Не без того ж. Ну, как-то так. Este que es el alto de alto de gama. Tenemos los 48 que son... Ну, если мы по цене, да, T-Roc, цена у него 30 тысяч. Соответственно, входная цена 3000. То есть 3000 вы платите, и потом ежемесячно на 60 месяцев 257. Все это делится. И 257 евро 78 центов вы платите ежемесячно. Ну, то есть человек, кто покупает. Вот такая вот тоже особенность есть в Испании, что тут в основном берут вот такой кредит, то есть рассрочка, кредит, или как это назвать, там лизинг, как угодно называйте. В общем, платят помесячно и пользуются автомобилем. Вот так. А вон там какой-то автомобиль, прямо интрига дня. Ждем. Что же здесь за автомобиль? Непонятно. Ну, какой-то новый, наверное, будет закрыт. Интрига дня. Ну, это закрыто все. Это гольф? GTI. Что это? Гольфик такой, да? Как сказал мне Алексей, на базе Volkswagen сделан новый испанский автомобиль. Ну как, не новый, но испанский автомобиль. Бренд Cupra. Бренд Cupra, да. И вот это вот одна из новых моделей, да? Таваскан, да. Не знаю, что это за модель, но вокруг нее трется очень много местных. Похож на ID6, наверное. Volkswagen. Стоят, разговаривают, наверное, уже хотят купить. А цвет такой красивый, чернильный. Мы проходим вот большое тут пространство, здесь много автомобилей с пробегом. На выставке всегда присутствуют автомобили из проверенных салонов, автосалонов с хорошей историей, с хорошей репутацией, с хорошим именем. Вот. И поэтому можно по выгодной цене купить, и на выставке всегда присутствует оферта. То есть такая скидка, когда действительно выгодно. Они в хорошем более-менее состоянии, хотя встречаются уже с такими старенькими фарками, кое-какие видно, что после аварий или лизинговые, в общем. Ну, то есть с историей автомобиля, но бывает, что можно найти что-то хорошее по вкусной цене. Еще раз повторюсь, из проверенных автосалонов, которые работают уже много лет на рынке и прекрасно себя зарекомендовали. Но, тем не менее, всегда
лучше убедиться, что более выгодно новый автомобиль купить, может быть, с рассрочкой, или все-таки брать старый. Старые автомобили иногда бывает выгодно именно для молодежи, которая еще только учится водить, входит в мир автовладельцев, и тогда вот они покупают, или их родители, им автомобили с историей. Ну, а людям уже с опытом все-таки, наверное, приятнее владеть новым автомобилем. Для этого существуют тоже хорошие проверенные автосалоны. Ebro. Рассказывай. Смотрите, друзья, в Испании закрыли завод Nissan и перепродали его испанской компании. И теперь испанская компания под брендом Ebro на базе Nissan Pathfinder выпускает очень бюджетные автомобили, именно европейские сборка. Это не китайский автомобиль, это японский автомобиль, скажем так. Называется Ebro. А Ebro — это река в Каталонии. Проверяем их внутри, как обычно. Просторный. Современные такие ткани в интерьере, материалы. Sony, кстати, японский тоже. Хорошая, наверное, будет музыка. Хорошая информативная панель. Бардачки. Кнопочки управления. Нормальный автомобиль, кстати. Тоже Подсветка. Открывается. Крыша. Все 33 удовольствия. Сейчас посмотрим цену этого удовольствия. Но опять могу сказать, на выставке цена гораздо выгоднее. Я думаю, этот автомобиль будут покупать только из-за названия этих колонок. Обратите внимание, что если кто-то хочет протестировать автомобиль, то можно сосканировать QR-код, ну и, соответственно, записаться. Опять-таки, на выставке цена выгодная очень, так 52 тысячи, а так 47 950 евро. Ну и все-таки это вот... Музыка Yamaha. Музыка Yamaha, значит, будет хороший звук, можно слушать любую, симфоническую, в том числе музыку, классику. Сиденье хорошее. Сиденье очень хорошее, это напа, наверное, да, или какая-то замша, кожа, то есть это... И он, кстати, полноприводный. Запах, обалдеть, полноприводные, ну хорошо. Смотрим сзади пространство. Очень много для ног. Автомобиль очень даже комфортный. Это у нас 100% электрический или гибрид? Нет, это заряжаемый гибрид. И посмотри, пожалуйста, здесь чем хорош, здесь есть два порта, то есть можно заряжать обычным на переменном ток зарядки, тип 2, и можно заряжать именно постоянным током, это на быстрых зарядках. То есть это удобно очень. Да. Дверки закрываются мягонько. Автомобиль по габаритам очень хороший, вместительный. Тоже как вариант. Mitsubishi есть Mitsubishi, заряжаемый. Прикольно. Очень прикольно. Вариант великолепный. Красивый. Белый цвет удобный для жарких стран.
есть электромотор встроен в двигатель. На этой выставке очень много японских автомобилей. Как ты думаешь, почему, Алексей, здесь очень много японских автомобилей? Ну, они сделали паузу. Вот в прошлой выставке был такой провал, а сейчас вышли новые модели. Видимо, рынок немножко начинает оживать, да, и поэтому они стали выставляться в Европе. Друзья, ну как же на этой выставке не показать мотоцикл? Тем более мотоцикл, который электрический. Это один из первых электрических мотоциклов. Значит, автономия здесь, автономность у него 288 километров по городу, по трассе 172 километра. Ну, вообще, достаточно такой мощный движочек у него, 229 ньютон-метров. У него сколько там, 17 киловатт на 17 киловатт в час потребляет он. Максимальная скорость 180 километров в час. Вес 247 килограмм. 2 часа он заряжается до 95 мощности. Ну, в принципе, стандартный размер полноценного мотоцикла, но он электрический при этом. Самое интересное, что этот отсек занимает батарея. Здесь находится мотор, ременная передача и колесо. То есть простая, ничего ломаться не будет, никаких жидкостей, ТО, ничего делать не нужно. Только заряжай и катайся. Не знаю, есть ли смысл показывать мото. Мото тут тоже 2 целых павильона. Ну, интересны вот эти вот модели городские. Peugeot Metropolis, это трехколесный такой аппарат. Чем он хорош? Можно ездить с водительскими правами категории Б, то есть на автомобиле. Ну что, после перерыва и кофепития мы увидели еще Volvo. Не знаю, был он в этом ролике или нет. Но сегодня вот 37500, тоже электрический. Вот такая вот красота есть на выставке. Дальше тоже вот Volvo идут. Новые или старые. Ну, как бы это новые. Я имею в виду, были ли они на прошлых выставках эти модели или нет, я не знаю. Но, тем не менее, дорогие друзья, выбор есть. Очень много нового на этой выставке, много интересного. И в среднем можно за 30 тысяч купить прекрасный новый автомобиль. То есть независимо от того, какого бренда вы предпочитаете. Ну, либо пропуканный, не совсем новый, с историей. Мне Алексей все рассказывает про вот этот вот автомобиль Бро, который производится в Испании, да? Да. Сейчас я решила тоже присесть сюда и сказать свои впечатления. Ну, а что написано, что он продан? Нет, это не, если что, перевернуто так. Все. Значит, я могу сесть, посмотреть. Наверное, тут все регулируется. Регулируется без ключа. Но вообще автоматически. Ну, вот как бы движется не механическими рычагами. Обзор достаточно хороший. Крыша, я так понимаю, тут открывается. Здесь, конечно, для меня это многовато, широко. Вот это прям какая-то стена китайская между пассажиром и водителем. Наверное, чтобы водители не отвлекали ничем. И вот этот вот иконостас тоже не совсем, мне кажется, удобно было бы лично для меня. Руль, в принципе, наверное, удобный. Управление есть на руле, разные кнопочки. Я не буду говорить, что тут багажник открывается. В общем, все здесь красивое управление. Все есть, там подстаканнички. Вот здесь все открывается. Можно посмотреть глубокий багажник. Там, соответственно, тоже есть все. Ну, немного места сзади, но для меня лично, наверное, дорогие друзья, не совсем удобно, потому что здесь вот такое вот большое присутствует пространство. Вот тут вот оно еще шире. И мне кажется, что это будет очень много всего, не совсем удобно. Но автомобиль вместительный, большой, аромат очень приятный, хорошее, тактильное. Все, даже, по-моему, вот тут есть зеркальце впереди. В общем, мне, в принципе, ну, я думаю, что для большой семьи тоже очень удобно.
А сзади проверяем место. Здесь сиденье, конечно, полностью отодвинуто, тогда колени упираются. Китайская стена продолжается и сзади. В общем, немножко тесновато. Хотя, если сяду я вперед, то я сдвинусь туда. Просто меня почему-то не сдвинулось. Тогда я сдвинусь туда, и здесь будет больше места. Главное, музыка Sony. Музыка Sony. Вот здесь тоже можно все складывать, раскладывать. Сиденья приятные. И даже, по-моему, есть вентиляция задних сиденьев. Это тоже хорошо, все регулируется. Вот. Ну, так, придираться можно ко всему. Но, в принципе, неплохой автомобиль. Давайте посмотрим, как это смотрится во включенном состоянии. Вот как-то так. Еще раз по цене 43 290 и на выставке 33 890. По-моему, очень хорошая, вкусная цена, прекрасная скидка. Это еще раз доказывает, что поход на выставку за новым автомобилем – это вполне себе хорошая такая история, которую можно вполне скопировать с местных жителей и воплотить в жизнь также и нам, которые приезжают и здесь тоже живут много лет или мало лет, но тем не менее, вот мы учимся у местных и вам транслируем, собственно говоря, свой опыт также. Очень хороший опыт наших многих знакомых, которые покупали автомобили именно вот на таких выставках. Да, все смотрят, молодежи очень много, мотоциклистов и так далее. Дальше движемся, показываем вам, смотрим, выбираем. Еще один интересный вариант, реношечка такая, со скидкой. Электромобиль? Да, 25 тысяч. 25 тысяч. Скидка, а так 27. Либо рассрочка. Да, это 27, это, наверное, когда в рассрочку на 36 месяцев. Ну, вот так вот. Заряд батареи показал. Пятерочка. Можно даже посмотреть. Ну, внутри, конечно, она аскетична, очень. Ой, ну зато просторно. Просторно, да? Да, удобно. Кстати, салон удобный очень. Салон удобный? Сейчас я тоже присяду, посмотрю. Ну потому что это как Citroёn. Так, присядем. Какой у нас это автомобиль? Я забыла. Это автомобиль Рено. Рено. Ой, мягкая вот это вот. Как сказать... Ну, кресла удобные. Вот, подлокотник. Вернули клавиши. Citroёn. Ну, это, в принципе, на одной платформе сделанный автомобиль. Кресло, ой, зеркальце с подсветкой. Мягкий потолочек такой. Мало места сзади, очень мало. Маленькие дети только поместятся или крошечные взрослые люди, худенькие. Ну, только что закрылся экран. 291 километр был запас хода. Вот я думаю, что он полностью заряжен. Ну, мои впечатления, конечно, не очень удобный автомобиль. Так тут получается, вот открывается задняя дверка, все такое жесткое. Место очень музыкальная шкатулочка. Музыка заиграла. Ну да, маленький такой, компактный. Написано, что этикетта zero, то есть 0. Еще один гибрид мы встретили на выставке. Сейчас посмотрим. Toyota Corolla. Это у нас Toyota Corolla. Сейчас посмотрим, как она внутри выглядит. Посадка такая, как на джипе. Высокая посадка. Сидишь, чувствуешь. Посадка высокая, но так, на первый взгляд, очень аскетичный автомобиль. Toyota сама по себе всегда Очень аскетичный. И Toyota, и Lexus аскетичный. Материалы аскетичные. Такой рабочий автомобиль, за картошкой ездит на поле. Ну да. Не могу ничего сказать, что тут сказать-то. Все очень грубо. Высокая зато. Посадка высокая, я говорю. Это И очень мало места сзади. для дедушки в деревне. Очень мало места апельсины сзади. Очень аскетичный автомобиль. Кому-то, может быть,
выбором, но я не могу здесь ничего такого особенного найти. Простая рабочая Toyota Corolla. Да. Руль такой. Алексей хочет показать, какая она высокая, какой у нее зазор. Ух ты, больше, чем газета. Да. Это 30 сантиметров вот здесь. Ну, я бы сказала, прыгать через все поребрики, но здесь, в Европе, вроде бы это не нужно. Я говорю, это только в деревне. Снегов нет, поэтому в целом, ну, да, японские автомобили есть вот немножко в другом цвете, чуть другие. Ну, как-то так. Испанский автомобиль. Купра. Ну, давайте, может, испанцы нас удивят. Открывается, кстати, удивительно, приятно, необычно как-то. Красивые очень вставки такие сразу идут. И вот здесь очень красивая вставочка такого цвета, подсветка. Ну и посадка, короче, Посадка Volkswagen. регулируется, правда, по-моему, механически. Ну и комбинированные сиденья без вентиляции. В принципе, минус. Кстати, испанцы могли бы сделать и с вентиляцией, потому что все-таки это в жаркой стране эксплуатируется. О. Ну, как бы удобно. Удобный руль. Так здесь можно манипулировать всеми кнопочками. Достаточно комфортно. Сюда можно бутылочку с водой поставить, что-то сложить вниз. Если аварийка вот здесь выведена, ну, так достаточно удобно. Ну, в общем, мое мнение, в принципе, удобно сидеть. Дверочки закрываются мягко. До 2025 ou 26? Большой такой. Это 26-го года уже. 26-го года модель. Современный такой. Классно. С кнопочки открывается, кнопочка закрывается. Красота. Купра Таваскан. Стопроцентный электромобиль. Ну, vamos a ver precio, как Алексей говорит. Какая цена здесь? Цена у нас 45. И вход 8 тысяч, короче говоря, оплачивать надо. Ну, 48 месяцев. Да. 420 евро в месяц. Угу. Ну что, мы внутри Шкоды. Что могу сказать? Что с пространством? Пространство нормальное, бардачок есть. Обзор, в принципе, хороший, руль такой. Управление на руле есть, кнопочки разные. Здесь у нас что? Подстаканчик такой небольшой. Здесь тоже небольшое пространство. Ну, в общем, все стандартно. Да, кстати. Крыши панорамной нет, сзади немножко мелковато пространство. Ну, такой не огромный, не лакшери, но за 33 тысячи вот такой вот. Не хватает этого громкости звука, да? Что-то не хватает, не могу понять, что. Вроде бы все так вот. Итак, дорогие друзья, все-таки я решила сесть вот в этот вот китайское великолепие, внутри посидеть. Бренд вот такой. Здесь, ну, во-первых, тактильно приятно, запах приятный, много кнопочек управления на руле, и вот здесь вот обзор хороший в плане информации, это табло. Тут тоже, в принципе, обзор неплохой. Ах, что меня поражает, смотрите, какая крыша. Да, слушай, крыша. Крыша панорамная, огромная, в длину всего автомобиля. Здесь у нас зеркальце, очень хорошая подсветка. Классно. Здесь... NFC-метка, он, кстати, открывается. NFC-метка. С помощью телефона можно открывать автомобиль. Тут все достаточно, ну, так, комфортно. Ногам удобно. Регулирование сидений автоматическое. То есть я двигаю туда-сюда, кнопочки разные, вверх, вниз. Две зарядки, кстати, на телефон. Подсветка удобная. Ну, достаточно удобно сидеть внутри.
Руль тоже удобный. В общем, китайцы тут расстарались. Я не знаю, насколько все надежно, держит дорогу хорошо, управляемо, и насколько все надежно в плане вот этих всех, не трещит ли, не стучит ли по дороге, не отваливается ничего. Пишите, кто знает, кто владел таким автомобилем, но в принципе первое впечатление, оно достаточно благоприятное. Сидеть очень удобно, и сиденье с поддержкой. Сейчас я вылезу и дальше продолжу смотреть. Здесь вот такой у нас салон. Видимо, тут вентиляция сидений идет. Здесь искусственная кожа, видимо, и хорошая поддержка головы, то есть подголовнички. Но не знаю, насколько они тут регулируются или нет, неизвестно. Насколько сзади? Сзади тоже достаточно удобно. Большое пространство. Пространство для ног достаточно. Можно поставить бутылочку с водой или кофе. Здесь вот все такие ремни. Ну, все достаточно приятно. Но больше всего меня поражает вот эта крыша. В длину всего автомобиля. Вот она, эта крыша. Самое интересное, какая же у этой тачки цена. А цена такая кусачая. 49, 42, да, 300. 42 300. 82 киловатт батарея. 42 300. Запас хода 690 по городу, 570 по трассе. Вот тут приходится выбирать либо с пробегом брендированный европейский автомобиль, либо новый китайский, либо новый испанский. А вот тут уже выбор за каждым из нас, в зависимости от того, что нам нужно. Да, у китайских автомобилей есть какие-то плюсы, есть минусы. Поэтому все очень индивидуально. Большой багажник. Сюда влезет много всего интересного. Да, достаточно объемный. Закрывается. Ну, конечно, не как у нас на BMW. Ножкой там пошебуршил. Ножкой пошебуршил, он открывается. А может быть и открывается, кто его знает. Такое оно китайское великолепие. Ну чего, выставка почти пройдена. Давай подведем итог. Автомобилей много. Много очень новых моделей. Вот, впечатлил Nissan Leaf, допустим. Шкода тебе не понравилась? Очень много. Ну, Шкода, кстати, вот это интересное, да. Очень много машин, которые вот выставили. PSA, эти концерны, то есть Renault, там, Citroёn и так далее. Очень много. В принципе, за 30 тысяч можно купить новый автомобиль, если так, бюджет ограниченный. Можно поношенный, то есть с историей. Ну, лучше выбирать, наверное, из хороших салонов, уже которые с именем, да, которые давно работают на рынке, не первые там десяток лет, скажем так. У них, конечно, подход совершенно другой, и сервис другой. Ну, а кто выбирает первый свой автомобиль, можно сюда прийти, посидеть, потрогать, понюхать, пощупать и сделать для себя. Испанская местная молодежь выбирает, конечно, BMW, я смотрю, с пробегом, смотрит Мерседесы, то есть хотят все-таки такие кары известных брендов, зарекомендовавшие себя. Есть проще, местные, конечно, Купра, заряженная цена, мне кажется, да, за эти деньги можно купить какой-нибудь брендовый автомобиль, чуть с пробегом. Ну, в общем, все, каждый выбирает на свое усмотрение. А мы на этом, наверное, заканчиваем, да? Да. Все, всем удачи, добра, хорошего настроения. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать свои комментарии. Для вас Татьяна Алексей, канал «Мы в Испании». С выставки, с самой лучшей выставки этого года в Испании, в городе Аликанте. Автовыставка. И много-много-много автомобилей, а также мотоциклы и прочая техника. Все, всем пока. Чао-чао. Адьос, амигос. Пока-пока.